Всем привет! Вы снова на канале Georgia Private Investment. Здесь мы говорим о недвижимости и инвестициях в Грузию. Сегодня мы в горнолыжном курорте Гадерзи. Смотрите видео до конца и узнайте, как отдохнуть в Гадерзи, имея в кармане всего $200. Я всегда мечтал жить, чтобы было море и были горы. И вот в Батуми эта мечта сбылась. Я живу физически на море, и сегодня там плюс 15 и солнце. И буквально в 3 часах езды мы оказываемся на горнолыжном курорте Гадерзи на высоте 2000 метров над уровнем моря. За моей спиной прекрасный 5-звездочный отель. Там еще один Аэропалас, еще один отель. То есть есть где остановиться, есть прокаты снегоходов, есть прокаты горного оборудования, лыж. Мне звонит прямо сейчас руководитель компании Альянс. А, нет, Ляля не звонит. Ляль, привет! Привет. Скажи, пожалуйста, пару слов о Гадерзи. Вот ты же тоже была на прошлой неделе здесь. Что ты можешь сказать о Гадерзи? Вот к микрофону поставил я Галю поближе. Всем привет. Отличный камерный курорт с прекрасно подготовленными трассами на любой вкус. Мне, например, очень нравится, что в отличие от Гудаури, он очень небольшого размера, все находится рядом, близко, и есть в нем какой-то уют в связи с этим. Ну и его главный плюс, ключевой, это, конечно, близость к Батуми. Я надеюсь, что когда-нибудь доделают дорогу, и путь до этого курорта сократится буквально до реальных 2,5-2 часов. Слушай, ну вот мы сегодня приехали, не соврать, у нас полная машина была, мы выехали в 7:30 и в 10:15 мы были здесь. Мы на этой машине за 2 часа 45 минут доехали до Гадерзи. Смотрите это видео до конца, и вы узнаете, почему вам нужно приехать в Гадерзи. Спасибо, Делика. Лучше любого велика, Mitsubishi Делика. Тут можно взять снегоходы на прокат. Тут можно лыжи и борды взять на прокат. Сейчас будет такой обзор. Тут лыжи, тут горка, тут катаешься. Да. Я где-то проболтался в видео разных до этого, что я всегда мечтал жить на море, и чтобы были горы. Вот я живу на море, и много показываю море, и мало показываю горы. И вот сегодня 27-е, 8-е, 29-е, по-моему. декабря, и я уже второй раз в этом году здесь. А как так вышло, что ты город-то полюбил? У вас там гор-то в Новосибирске. Сейчас расскажу. Хотя кажется, что Новосибирск в Западной Сибири находится, у нас нет гор. На самом деле мы находимся равноудаленно от Алтая, от республики Алтай, где очень много гор. И расположен также в 500 километрах от мейки горнолыжного курорта за Уралом, курорта Шерегеш. Я вот с 99-го года катаюсь на лыжах, даже раньше, с 97-го года первый раз мы с родителями поехали в Междуреченск кататься. Вот, и с тех пор всю жизнь я просто обожаю горы, особенно зимой. То есть летом я в них хожу, а зимой я в них катаюсь. Значит, здесь мы находимся на высоте 1700 метров, поднимемся на высоту 2300. То есть перепад между верхней точкой и нижней 642 метра. Это в Шерегеше 600. Поэтому для меня вот этот курорт идеально подходит, потому что я вырос на подобном курорте. Здесь есть 5-звездочный отель, в котором есть спа, бассейн, там бани, хамам, можно приехать остановиться. Вот, стоит там порядка $100 за ночь. Сейчас мест там нет, конечно. Но если заранее бронировать, то можно. Вот, рестораны есть кафе национальной кухни, мы тоже обязательно зайдем. Камарджоба. Годовой абонемент стоит всего-навсего 650 лари, это 200 евро примерно. На весь сезон, на любые курорты Грузии, вообще на любые. Их здесь 5 штук. Это Гадерзи, где мы сейчас находимся, это Хасвали в Сванетии, это Тетнульди в Сванетии, это Бакуряни в Бакуряне. И это Гудаури в Гудаури. Детям, естественно, дешевле. Я покупаю здесь на дневной. Дневной стоит 30 лари. Где его цена, не вижу я. Вот здесь. Вот, смотри. Значит, вот. Короче, один день в сезоне стоит 30 лари. Это 10 евро. 2 дня в сезоне, соответственно, как бы 60 лари, 20 евро. Ну и так далее. То есть, чем больше покупаешь, тем дешевле становится тебе. Вот. Можно взять 7 дней в сезоне, например. О, кстати, я могу купить Швиди Дре в сезон или хоть где кататься в Грузии, правильно? Да. You can speak English if you want. We have price, another price. For other resorts, other prices. Okay. But I can buy 7-day season here and all season till May I can use it. Ахалцев, гилацев. Надлоба. Let's go. Пойдем покажем, где будем кататься. Во-первых, это очень самый-самый современный курорт. Ему всего 10 лет. То есть все новое. Это эти все подъемники современные. Да, я уже сказал, все новое, все немецкое, Депельмайер.
кабинка на 8. Вот по мне, здесь самый лучший снег. Кто понимает в снеге, тот меня поймет. То есть, с одной стороны, вроде он везде белый, и везде мокрый и холодный, но для опытных катальщиков очень важно, какой здесь снег. Вот мы сегодня выехали, утром в Батуми шел дождик, здесь чуть-чуть нападало снега, может, сантиметров 5-10. Внизу идеальный вельвет, и ехать просто одно удовольствие. Он очень мягкий, очень рыхлый, и в то же время он не влажный, в него не проваливаешься, он не как каша. Это очень здорово. Мне очень нравится, что здесь нет людей. Я, когда здесь не был, понимаю, почему нет людей, потому что тяжело доехать, и добраться можно только на делике, либо на специальном трансфере. Вот. Но я уверен в том, что как только достроят дорогу, как только здесь будет асфальт, и можно будет проехать на любой машине, я уверен, что этот курорт взорвет многим-многим крыши по многим причинам. Значит, сегодня мы ехали в машине с сестрой моего друга. Мы тоже с ней разговаривали, ехали на подъемнике. Она живет в Москве, она купила билет до Батуми. Лететь так же, как до Сочи, плюс-минус. А билеты стоят так же примерно, как до Сочи. Прямой рейс. Москва-Батуми, Батуми-Москва. А сейчас вот перед Новым годом, в принципе, мне повезло. Хорошие были распродажные цены. Я купила туда-обратно. Был диапазон 25-30, в зависимости там от авиакомпании. Я просто выбрала подороже, более комфортно, за 30 итого было. Прекрасная цена. Как бы сейчас дешевле особо никуда не улетишь из Москвы, в общем-то, именно на горнолыжку. Но с точки зрения именно инфраструктурных цен очень дешево. То есть вот я отдала за аренду прокат 30 лари, это, вообще там 1000 рублей, по сути. Подъемник тоже 30, по-моему, 5 или что-то такое, да. То есть это вообще как бы ни о чем, если честно. Очень дешево. Мы говорили о деньгах, то есть получается билет туда-обратно там максимум 30 тысяч рублей. Давайте в доллары. $300 билеты туда-обратно. Обратно трансфер туда-сюда 100 лари, это там 30 евро еще, 10 евро подъемник, 10 евро аренда. То есть ты в 150-300 проезд, и здесь еще 50, 350 евро оказываешься здесь на курорте. Чтобы понимал, проживание вот в этом отеле, который мы сидим в Амбассадоре, там, это хорошая пятерка со своим спа, банями и так далее, стоит еще проживание там $100-150 в ночь. За выходные можно там уложиться в $500 на человека просто легко. И сейчас, на самом деле, из Москвы, я так понимаю, что поехать больше и некуда. Если там есть выбор Поляна, вот, цены Поляну все знают и так. Есть выбор Шерегеш, но там бьет сильно по карману билет, я так понимаю. Там билет туда-сюда сейчас, наверное, 1050. По комфорту, я бы сказала. Это, как правило, Москва-Новокузнецк в ночь, самолет. Ты как бы особо не спишь, потом еще от Новокузнецка трансфер до Шерегеш. Тут еще плюс получается, что если в Поляне на горе жить, это вообще космос. А здесь как бы априори ты на горе живешь, и как бы вообще никуда не надо. То есть, мне кажется, для уставших людей, в хлам там просто трудоголиков московских, которых очень много, мне кажется, супер вариант. То есть в идеале вы можете выехать в пятницу после работы, вылететь на самолете, в субботу, в пятницу же вечером уже быть здесь, кататься всю субботу, все воскресенье, и вечером воскресенье трансфером в Батуми выезжаете в Москву, и вы в понедельник уже на работе. Это вообще идеально. Я так провел всю свою жизнь, мы так ездили в Шерегеш. Это было идеально, когда заканчиваешь рабочий день в пятницу, уставший, прыгаешь в машину, едешь 5 часов, в 11 вечера ты уже на горе, поспал, отдохнул, выпил немножко, все утром первый на подъемнике, все в субботу катаешься, все воскресенье катаешься. Подъемник закрывается в 4, ты прыгаешь в машину, и ты в 9 часов вечера в воскресенье дома. Я вижу огромное будущее у этого курорта. Вот, и если вы хотите, вы любите снег, любите кататься и хорошо провести время с семьей, с детьми, особенно с детьми, главное бронировать хороший отель. И это залог счастливых выходных и счастливого отдыха. А что, здесь есть плохие отели? Здесь есть всего 3, по-моему. Да, здесь всего их 3, 2 на самом деле хороших. Вот, есть частные домики. Мы проезжали мимо, видел, парни шли по дороге. Вот, и эти парни, они, скорее всего, что-то арендовали там внизу в деревне, и им нужно добраться до подъемника. Здесь неудобно, что как классно жить. Классно жить, когда ты спускаешься на лыжах, разуваешь и заходишь в номер, или в отель в свой, да, принимаешь душ там, идешь в спа или в баню. Вот, а когда ты живешь где-то не на горе, с этим всегда сталкиваются какие-то сложности. Тебе нужно доехать до горы. Ты видишь, сколько здесь снега, какое здесь движение. То есть ты можешь приехать сегодня, там RAV4 стоял внизу, он вчера доехал, а сегодня он может уже не подняться, если выпадет. А бывает здесь метр снега выпадает за один день. Поэтому я рекомендую жить лучше на горе. Да, есть мелкие отели, но жить лучше на горе и в больших отелях. Точно, абсолютно. Тем более, если издалека приезжаете. Чем, опять же, этот курорт отличается от многих других в Грузии? Особенно от Гудаури. Здесь очень много, видно за моей спиной, не видно, очень много леса. И очень много внетрассового катания.
И это тоже дает, ну, для тех, кто понимает, что это такое, это, конечно, класс. Нетрассовое катание, когда особенно снега по пояс, даже не по колено, а по пояс, это, конечно, здорово. Напишите, пожалуйста, в комментариях, кто был уже в Гадерзе и какие плюсы, чем выделяется этот курорт для вас и чем вам не понравился этот курорт. Тоже было бы интересно вступить с вами в диалог, условно говоря. И видите ли вы перспективы в этого курорта в целом по развитию? С точки зрения безопасности тоже можно не волноваться. Везде есть спасатели, везде есть там кабинки. Вот. Я хотел бы отметить еще подготовку трасс. Грузия, конечно же, не Швейцария, хотя они очень похожи. И Грузии есть чему поучиться подготовке трасс, но вот именно здесь, на курорте, я сколько раз приезжал, всегда утром, всегда протраченные трассы. И когда солнышко еще, когда нет снега такого, и за счет того, что мало людей, много снега, хорошая подготовка трасс, вельвет здесь держится до самого вечера. То есть я вот на прошлой неделе катался, в 4:30 я сделал последний спуск, там около 5, и было просто великолепно, еще по краям был вельвет. Это тоже очень классно для горнолыжников и сноубордистов. Смотрите, какая красота в Гадерзе. И вы можете, если купите апартаменты от компании Альянс с помощью компании GPI, у нас там эксклюзивный договор, только мы можем продавать эти апартаменты. И вы можете на своем сноуборде или на своих лыжах приехать прямо к своим апартаментам. Это ли не мечта? На самом деле во всей Европе, да и не только в Европе, а везде, где есть горные лыжи, везде горнолыжные апартаменты пользуются безумной популярностью. Не только зимой, но и летом. Ведь многие люди, да почти все, что говорят многие, любят горы. Вот, это очень классно. Классный отдых, классное времяпрепровождение, выходные дни. Поехать и вот так вот на сноуборде приехать прям к себе домой. Вон там, видите, между домов уже заканчивается стройка, уже делаются крыши. Ну что, уже обед, я уже очень накатался. И так как это канал о недвижимости и инвестициях в Грузию, я предлагаю вам посмотреть вместе со мной, что же здесь можно купить в собственность на этом прекрасном горнолыжном курорте. Для меня компания Альянс в первую очередь это лучший действующий апарт-отель в Аджарии. Называется он Courtyard by Marriott от компании Альянс. Для меня считается я считаю, это самый лучший действующий апарт-отель в Аджарии, если не во всей Грузии. Там всегда много людей, там всегда высокая заполняемость. Там, по моему мнению, сделан самый лучший ремонт от застройщика в этих номерах. Это очень ликвидные объекты, и все наши клиенты, которые там покупали или покупают, или управляют недвижимостью, все очень довольны и доходностью от перепродажи, и также доходностью от аренды. Сейчас мы находимся с вами, это первый проект компании Альянс в Гадерзе, называется он Альянс Вилла. Это действующий отель, в котором вы можете уже сегодня приехать остановиться. И вокруг этой Альянс Виллы строятся еще 3 блока, блок А, блок Б и блок С. Проект называется Highlands by Альянс. И сегодня я хочу вам рассказать более подробно об этом проекте. Вон вилла, правильно? Ты ее поснимал? Ну вот смотри, на самом деле, если бы я сейчас был на борде, я бы не разувался с горы. Я бы сейчас на борде вот так бы ехал и приехал бы в свои апартаменты. Мы обязательно приедем с вами летом следующим, когда достроят дорогу асфальтированную, и все снимем здесь. Не пугайтесь, когда Игорь увидел, Игорь это человек, который стоит за ту сторону камеры, увидел это и сказал: слушай, а почему стройка не идет? Вот, и я отвечаю, на этом курорте зимой строить нельзя, потому что дороги все переметают, заметают и так далее, и здесь стройка идет только летом. Поэтому застройщик обещает построить этот дом в 2026 году, и в целом все соотносится. Уже сделан каркас, уже сделаны стены, уже сделана часть кровли. Я так понимаю, что следующим летом будут закончены работы по фасаду. Давай пропустим, ребят. Сакартвелос Гаумарджус! И вот так можно отдыхать здесь тоже. Давай. Супер! Так вот, я так понимаю, план на следующее лето такой. Летом сделать окна и фасады, и следующей зимой уже заниматься внутренней отделкой. Пойдем посмотрим. Здорово, слушай, я вообще люблю такой одинаковый стиль. Шале, мале, вот это все, знаешь, такие эти крыши. То есть я чувствую себя как будто в Зёздане. Вот первый блок у них. Гаварджоба. Огурхарт. Мадлоба. Вот, застройщик уже построил первую виллу. И мы пойдем посмотреть, что это такое и с чем это едят. Вот у них ски-депо. Все по-взрослому. То есть у каждого есть свой ящичек, где можно хранить свои лыжи, мыжи. Это правильно. Вот. С точки зрения проектирования, понимаете, что дело?
Одно дело строить апарт-отели в Батуми, ну, на море, а другое дело строить горнолыжные курорты. Я много видел разной горной недвижимости, я много путешествую, много катаюсь по всему миру. И я вижу, что здесь самое главное, что здесь архитекторы привлечены были, которые понимают горной недвижимости. И в цветовой гамме, и с точки зрения расположения. Ты видел там ски-депо сразу на входе, где лыжи можно оставить. Что ресторан сделан во всех, это абсолютно во всех горных отелях. Ресторан сделан не на первом этаже, а на минус первом, потому что там не нужны окна. А на первом этаже лучше расположить инфраструктурные объекты, подходящие как раз для этого отеля. Ну и какое решение здесь сделано? Видишь, все номера пронумерованы, очень стильно. В обязательном порядке должно быть мягкое покрытие на полу, чтобы не шаркать ботинками и не греметь. Давайте посмотрим стандартный номер в Альянс Вилле, который сегодня нам предлагается. Это вообще, ну, как бы стандартный номер. Ты зашел, что хорошо, нет никаких шкафов. Ты повесил всю верхнюю одежду, поставил свои горнолыжные ботинки, помыл руки, приготовил себе чай, кофе, вытяжка. Опять же, можете что-то ребенку подогреть. Тут у нас холодильник. Ну, места для хранения, все стандартно. В целом, все очень эргономично. И в этом номере как раз, Игорь, посмотри, как интересно сделано, что здесь можно остановиться не только вдвоем, но и втроем с ребенком, если нужно раскладываться, я так понимаю, да? Ну вот это дело, я не знаю, сколько стоит. Вот это стоит $1 миллион. Меня Игорь заставил просто выйти на этот балкон. Вот. Я хотел, чтобы он вид показал вам, чтобы посмотрели. Он сказал: нет, Антон, скажи на этом балконе что-нибудь. И у меня на этом балконе, я ничего другого не могу сказать, кроме как об инвестиционной привлекательности. Еще раз повторяю, я очень люблю горы, я очень люблю все, что связано с горнолыжным спортом. И я уверен в том, что владеть недвижимостью в горах – это всегда высокодоходно. Я уже говорил, почему. Потому что, во-первых, это сезон не 2-3 месяца в году, это 10 месяцев в году. То есть, когда пройдет зима, будет лето, и будут также приезжать люди в горы, также дышать этим свежим воздухом, также видеть эти прекрасные виды. Это высокая доходность от ваших инвестиций. То есть сегодня апартаменты стоят, студия от там, 65, ну хорошая будет стоить там, 85-90 тысяч долларов. И это сдается уже сегодня. Если бы это сегодня работало, это сегодня бы сдавалось прямо сейчас там, по 120-150 долларов в сутки. И я считаю, что если мы возьмем в круг, например, полный сезон, пиковый сезон Нового года, сегодня 2 месяца, возьмем 60 дней в году заполняемость, и 60 дней умножим на 150 долларов, мы получим 9 тысяч долларов возврат инвестиций только за зимний сезон. Я не говорю про лето, я не говорю про низкий сезон и так далее. Поэтому я считаю, что любая горная недвижимость, она высокодоходная и всегда такая трофейная недвижимость, и стоит владеть, и стоит такое покупать. Это первое. Второе, что здесь нет конкуренции, и вы фактически будете монополистом в ваших апартаментах. То есть здесь сегодня есть отель, мы уже говорили, там 3 отеля действующих сегодня, работает Альянс Вилла, и вот строится у них 3 блока. Значит, у них 6 этажей в каждом, то есть грубо 18 этажей, правильно? 7 апартаментов на этаже, умножаем 7 на 18, минус первый этаж, 6 на 18. 6 умножим на 18, мы получим 108 апартаментов. То есть вы будете одним из 100 собственников таких апартаментов. Причем вы можете сами ими управлять, не обязательно, чтобы отдавать управляющей компании. Вы можете находиться в любой точке мира, сделать аккаунт в Airbnb, заселять туда гостей. Компания Альянс будет вам помогать выдавать ключи, там, убираться, там, что-то ремонтировать, если это нужно. Можете самостоятельно зарабатывать, самостоятельно иметь свой бизнес всего за там, 90 тысяч долларов в этом прекрасном отеле. Там еще летняя веранда у них, огромные сосули, как любит Матвиенко. Все здесь есть. А вот, кстати, строительство блока А. Мне очень нравится. Друзья, мы провели с Игорем инспекцию. Все 3 блока, и блок А, и блок Б, и блок С уже построены. Есть стены, есть крыша. Мы ждем лета, чтобы завести сюда фасады, окна и начать внутреннюю отделку. И по словам застройщика, в 2026 году эти апартаменты уже могут принимать новых гостей. Сегодня можно купить эти апартаменты всего-навсего от 10% от стоимости. Итак, первый взнос 10%, потом 60% во время строительства, то есть рассрочка на 2 года, и остальные 30% только после получения вами ключей. Спасибо компании Альянс за наше счастливое детство и за эти прекрасные выходные дни. Если хотите стать собственником апартаментов в горнолыжном курорте Гадерзи, скорее пиши и оставляй заявку. Все 4 здания, гостиница и 3 блока с апартаментами будут объединены единой инфраструктурой, которая будет включать спа, тренажерный зал, сауны, хамам, кинотеатр для всех жителей,
Обязательно игровая комната с бильярдом и настольным теннисом. Мы что-то пойдем с вами посмотрим. Фитнес-центр, детский развлекательный центр, а также закрытый бассейн. Действительно, бассейн это не на бумаге, бассейн действительно будет. Это классно, что у вас в вашем апарт-отеле вы можете на лифте спуститься вниз, свой бассейн, 2 сауны, хамам, тренажерный зал. Помимо всего прочего, помимо горного катания, можно еще классно отдохнуть на выходных. Самое интересное, что многие компании обещают, а компания Альянс уже построила, и можно уже пользоваться и бильярдом, и настольным теннисом, и даже футболом. Один из первых моих роликов на первом еще канале 7 или 8 лет назад набрал больше 50 тысяч просмотров про плоскую кровлю. Если еще не видели, то обязательно посмотрите, он будет вот здесь. И там в этом ролике, я так понимаю, успех какой был его, что я разбегаюсь и прыгаю в снег. Попробуй повторить, может быть, алгоритмам YouTube это очень нравится. Здесь очень твердо. Здесь мягко. Ай, как хорошо. Обожаю свою работу. Пошли кататься, я устал уже сниматься. Как тебе курорт? Я знаю, что ты очень избалован горнолыжным катанием и отдыхом. Ты был в Европе, в Южной Америке, в Турции катался, в Южной Африке. Как тебе Гадерзи? Прекрасно. Ну, то есть для 2 часов от Батуми это великолепное место, где можно доехать, покататься, где выкат почти такой же, как в Сюргеш. Как тебе еда, там, не знаю? В Грузии бесполезно спрашивать, как тут еда. Согласен. Прекрасная еда. Еда всегда прекрасна. Понравилось практически все. Не понравилось, что ну, в первой половине вот было пасмурно и больше там 10-50 метров нифига не видно. Это было. небесная канцелярия, мы тут не можем на нее давлеть, сам знаешь. Да. Но в целом во всем остальном каких-то претензий нет. Супер. Как ты думаешь, вот по поводу этого курорта, что его ждет через там 5, 7, 10 лет? Твое ощущение? Но если дорогу сделают, то это Ну, будет когда? прекрасно. Давайте сделаем. Не если, а когда делают дорогу, тогда что? Когда сделают дорогу, от Батуми здесь будет 2 часа езды, и это можно будет ездить там в любой момент. То есть людей будет больше, чем сейчас? Гораздо. Без делики, без там 4 ВД. Сейчас это все-таки приключения, А потом будут будни. А потом будут это будние дни, да, где ты сел на машину, как бы, и через 1,5-2 часа ты здесь. Ну, соответственно, Окей, здесь народу будет десятки. Я так понимаю, ты свой гештальт закрыл, мы были вместе с тобой в Бакуряне, мы были в Гудауре, мы были вместе, покатались. Вот, и здесь последний курорт в Грузии. Вот если проводить, строить табель о рангах грузинских курортов, на какое место поставил бы Гадерзи? На второй. После Мести. После Мести, да. Молодец. Спасибо большое, Вань, за обратную связь. Хорошей каталки. На самом деле здесь раньше всего начинается сезон, и позже всех в Грузии заканчивается. То есть начинается сезон обычно 15 декабря, уже можно кататься, снега уже по пояс. Вот. И заканчивается он обычно, мы приезжаем сюда с Галей перед ее днем рождения. У нее день рождения 20 апреля. То есть числа до 15 апреля работает точно курорт. Вот. И здесь я бываю, конечно же, часто. Вот сейчас нет снега, например, в Бакуряне, или его немного, да, или в Гудауре, там еще сезон не открыт. Я катаюсь здесь чаще, потому что возле дома. И для меня этот курорт одного дня. То есть я утром сегодня встал в 6 утра, в 6:30, вот, принял душ, позавтракал, сел в машину в 7:30. И в 10-15 мы уже на подъемнике, и мы были не первые, кто приехал. Есть большие гики, которые раньше еще приезжают и раньше начинают кататься. Мы же покатаемся весь день, снимем видео, я уже сделал там 5 спусков. Сейчас все снимем, я еще сделаю 5 спусков, мы сядем в машину в 5 часов, поедем домой и будем там в 8, полдевятого будем дома. Я теперь превращусь, видимо, скоро из блогера недвижимости в блогера горнолыжного. Ой, только спустился, снега завалить. Народу никого нет. Там начали наверху поставили эти, как называется, ворота спортивные. Занимается спортивная детская школа. Так что скоро мы на Олимпиадах увидим грузинских горнолыжников, сноубордистов. Я в этом уверен абсолютно. Мы зашли в кафе. Урома называется. Семейная кухня. В общем, я рекомендую всем, даже если вы живете в Амбассадоре, сюда зайти. Здесь владелец Рома. У него просто великолепная персиковая чача. Чуть менее великолепный глинтвейн. Но он тоже на горе очень вам пригодится. И лучший в мире суп харчо. И еще можно взять кубдари, если вам повезет. Хозяйка сделает кубдари, то я тоже очень рекомендую. Это такой пирог, внутри мяса много, и сверху еще пирог. И это все запечено. Кто сюда приезжает? Вот едут
сижу, смотрю, люди из разных стран. Во-первых, здесь вся экспатская движуха здесь. То есть в Батуми по разным оценкам живет примерно 20 тысяч экспатов. И из них по-любому есть увлекающиеся горными лыжами, сноубордами и так далее. Сюда приезжают очень много, ну, сюда в меньшей степени европейцев, но все равно приезжают. Европейцы очень любят горы, вот, очень любят кататься, особенно внетрассовое катание. Поэтому я часто встречаю разговоры там, на польском, на чешском, вот, в кабинках. То есть такая Восточная Европа скорее. Вот, ну и местные, естественно, грузины, очень много грузин. Вот, потому что были выходные, весь Амбассадоре был забит, все наши Батум. Мы зашли в ресторан, сказали привет, 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 привет. То есть весь как бы, ну, вот смотри, Ваня приехал. Это экспат как раз. Там ребята, видите, Володя Тарасенко приехал. Это самый известный в мире хоккеист из моего родного города, из Новосибирска. Володя Тарасенко, удачи тебе в Детройте. Кто еще приезжает сюда? Родители с детьми, очень много вот просто приезжают семьи на отдых. Тоже видел прокат и снегоходы, и плюшки-ватрушки. И вот там вот слева от подъемника есть трасса детская, где, ну, как траволатор поднимает детей. Можно покататься, можно на лыжах, ну, там, взять курортик. Плюшки, мушки, там, вот ты как отдыхаешь с детьми? Прекрасный отдых. Ну, да. Вырваться сюда. Даже, говорит, я езжу даже без ночевки. Хотя можно, конечно, и с ночевкой приехать. Расскажи, я уже понял про 30 лари. Подъемник. На весь день. На весь день. На весь день. Все остальные... Сколько сюда доехать стоит? Доехать сюда стоит 100 лари на человека. Это примерно 30 евро, чуть дороже. Значит, доехать на человека. Если Делика целиком, то, соответственно, 500 лари, $200 у вас вся Делика. Туда-обратно? Да, 100 лари туда-обратно, да. Подъемник стоит 30 лари. Вот покушаем мы сейчас здесь с тобой, я думаю, лари на 15, без алкоголя. С алкоголем, наверное, получится 30. Если кушать в Амбассадоре, мы тоже вот, пойдем покушаем, тоже посмотрим, что там. Ну, я думаю, там намножить смело там, на 3, условно говоря. Да, будет там не 15 лари, а 50. Как бы, ну, я кофе там выпил за 15 лари, так что я думаю, на 5 надо нажать. ну, может быть, на 5 надо нажать, я не знаю. Проверим. Нет, вообще, давайте так. Вообще, горнолыжный спорт, как отдых, он дорогой. Вот раньше, когда только все зарождалось, я помню, там, ну, вот у меня экипа $1000 на $10, наверное. Просто вот лыжи, ботинки, крепления, у меня сноуборд, термобелье, кофта, штаны, куртка, балаклава, шапка, перчатки. Там, ну, в общем, вот это все. Раньше это было очень дорого. Сейчас я смотрю, заезжал недавно в магазин, обновлялся сноуборд. Ну, смотри, проживание в Амбассадоре сейчас невозможно попасть, потому что все забронировано. Я думаю, будет забронировано там весь январь. Но после праздников можно будет попасть. Сегодня я смотрел в букинге специально Era Palace и Raya Palace, вот эта, да, которая здесь стоит. Она стоит $119 в ночь. Как бы, ну, я предполагаю, что в целом для этого курорта стоимость номера в $100 в сутки, оно будет круглый год. То есть, что летом сюда приехать, отдохнуть с семьей будет стоить $100, скорее всего, что зимой $100 номер. Но если у вас едет двое, то, соответственно, ну, вы же платите за номер по $50 на человека. Давай про деньги еще раз. Доставка стоит 100 лари, подъемник стоит 30 лари. Пообедать еще 30 отдадим, итого получается 160 лари без проживания. Ну, в целом все. Правильно? Ну, кофе ты выпил за 15. Ну, окей, еще там можешь добавить за 15 лари. Ну, там, короче, в 200 лари ты укладываешься вообще легко. 200 лари это 6 тысяч рублей, да, сейчас, я так понимаю. Спонсор этого видео, компания Альянс, подготовила для нас презентацию своего проекта. Поэтому мы в нее заглянем. Тут есть окаменевший лес Гадерзи. Входит в наследие ЮНЕСКО. Тут есть зеленое озеро. Озеро расположено недалеко от перевала, на высоте 2100 метров. Тут есть гора Чарухи, где открываются удивительные виды на Аджарское Нагорье. А также Женвальский водопад, озеро Шортиани и много-много всего. Но самое интересное, чего я никогда в жизни не знал, узнал только из презентации этого проекта. Есть норвежский лесной парк. Я сначала подумал, что норвежский, значит, там какие-то норвежские, может, растения растут. А нифига. Это лесной парк, который охраняется норвежским агентством по защите окружающей среды и объединяет живописные пикниковые и пешеходные зоны. Норвежский лес в Аджарии. Вы видели это? Я еще нет. Не, на самом деле, ну что в горах, вот даже в обычных горах, что делают люди, если это не Гадерзи? Отдыхают, гуляют, дышат воздухом. Здесь прекрасный воздух.
смотрят виды. Тут можно рядом также подняться, канатная дорога работает. Можно подняться туда наверх, посмотреть, что там происходит. Пьют вино и чачу. Мы не можем сделать обзор горнолыжного курорта в Гадерзе без грузина. Гамарджоба, Батон Коба. Гамарджоба, Рогораха. Карга Аткоем. Каргаз Мадлуба. Батон Коба, что вы здесь делаете? Расскажите, вот где вы родились, что вы делаете в Гадерзе? Я родился в Батуми, вырос в Батуми. Я здесь занимаюсь трансфером. Привожу здесь туристов разных стран. Ага. Ну, Прибалтика, Украина, Израиль, Россия. От всех стран приезжают здесь люди, потому что всем здесь нравится. Мгм. Горы очень хорошие, красивые, хорошая трасса. И перспектива очень большая перспектива, что еще дальше и дальше уже дорогу делали. Да, я Почти заметил, что в половина- прошлом году было 20 километров, Да, мы ехали да, 3,5 да. часа. Сегодня Да. мы ехали с вами, Да, и всего, да, да, всего-навсего 2,45 мы заняли, да? Да, вот. В прошлом году еще лучше будет дорога, да. Как вы думаете, в следующем году закончат дорогу? Да, закончится. Ну а когда дорога закончится, ваш бизнес не испортится? Нет, здесь такая природа, что все равно такие равно машины все равно будут работать. Вот я видео своих рассказывал, что в чем Гадерзе его плюс, да, что это курорт не только, вот Батуми, например, сезон 3 месяца, да, всего, Да, и потом да, как бы нет. и всё. А вот здесь сезон, получается, зима, вот мы сейчас в декабре, январь, февраль, март, апрель, правильно посчитал? Да. А потом летом здесь же тоже сезон. Конечно, Вот вы- здесь есть зеленое озеро. А туристы Здесь- пользуются Да, популярностью? Конечно, да. Есть Черное озеро. Ту сторону есть еще курорт Бешуми. А вот я читал еще где-то вот в каком-то буклете, что есть вот норвежский лес. Вы не знаете, что такое норвежский лес? Да, Что есть на там. Норвегию Да, как да, бы да, охраняют? есть, да, стороны этого Бешуми, как переедешь, это перевал. Вот там есть этот, в стороне Бешуми есть То есть такой вот лес. Игорь тоже спрашивал меня, говорит, а вот что, вот, зимой снега нет, как бы, снег, вернее, когда есть, ладно, а когда вот летом что здесь делать? Как здесь О, же здесь много чем очень заниматься. много То чем есть можно на заниматься. озера поехать, можно лес Конечно, посмотреть. да, Я так понимаю, да. что и пешеходные треки. Пешеходный тоже, Вы да. сегодня да. рассказывали, что какие-то испанцы приезжали, размечали Да, трассы, и такое размечали же, трассы, да. много такого Да, есть, для да? пешехода, для Для пешеходных пешеходов. людей, да. А какие страны, вот все-таки ваши клиенты, кто это вот больше всего, кто Больше приезжает? всего Прибалтика. Прибалтика. Да, Прибалтика больше всего у меня Прибалтика приезжает. Потому что они Украина, в Таисе да. прямые рейсы, Да, ну, в прямые Таисе рейсы. их забрали, Да, и сразу и- сюда, да. И или потом- вместе. Да, или вместе. Но еще, кроме зимой, туризма, да, Летом да, тоже всегда. все работает. Круглогодник. Грузия это круглогодник. Согласен, круглый Да. год абсолютно. А вот здесь как вы видите перспективу? Вот если дорогу построят, тут же получается за этим же все пойдет сразу. Конечно, И людей да. больше приедет, и вот будет прокатов больше, Да. и рестораны. Рестораны, гостиницы будет, коттеджи будет, все будет. В общем, все будет развиваться. Да. Мои друзья вот что говорят, вот которые мы ехали сегодня, Ваня там вот Да. и Валя из Москвы. Они говорят, вот все хорошо, но вот музыки нет, такого вот грузинского вау, вот этого, почему Потому нет здесь? что сейчас дорога еще не полностью сделана, поэтому люди мало приезжают. И когда уже люди будут, и всех уже Просто приедут. кто в Такие Гудаури люди, которые приезжает, уже- в Гудаури там же, да, да. у-у-у, там В прошлом просто... году был здесь такое тоже. Музыка это все играла. Как дорога делается, еще лучше. Это каждый год еще лучше и лучше станет. Окей, что вы могли бы сказать нашим вот зрителям, кто смотрит о проекте Гадерзе? Что вы могли бы сказать, вот пару слов? Так, друзья, кто любит на лыжах кататься, всех советую приехать сюда, потому что в Грузии самый лучший снег для катания на лыжах и сноубордах здесь, в Гадерзе. Подтверждаю. Самый первый приходит здесь снег и самый последний тает здесь. Почти до 15 апреля здесь канатка работает, и люди на лыжах катаются. Подтверждаю. И кто не хочет только в трассе кататься в лесу, очень красивый лес. И вот много кое-что здесь хорошего. Все еще это видео, фото не Нет, сегодня передает. да, согласен, что вот ни фото, ни видео, даже вот дрон вы сегодня снимали, как бы Да. красиво, но, блин, Да. когда ты здесь находишься Конечно, и видишь да. со своими глазами, Да, это это вообще все совсем по-другому. другое, да, Причем совсем здесь другое. вот Антон сзади приехал, и вот он тоже говорит, что вот в декабре здесь один отдых, а вот в марте здесь плюс 15, на солнце, Да. все загорают, И музыка уже все играет. зеленый Да, начинается. да, Да, все зеленое, да. снега вот так. Да, Вот, ладно, Батон Коба, спасибо большое. пожалуйста. Контакты Батона Коба будут под этим видео. Если вам будет нужен трансфер из Батуми в Гадерзе и обратно, пишите, Ждем пожалуйста. вас. Ждем вас в Грузии. Чача и вино от нас будет. Чача и вино инклюд. Спасибо большое. Пожалуйста. Главное, что мы еще не сказали, мы сказали про перспективы этого места. На самом деле все говорят, и я также считаю, и это моя абсолютная уверенность в том, что у этого курорта огромные перспективы. Во-первых, он находится в Грузии. В Грузии развивается туризм, туристов все больше и больше с каждым годом. Второе – это горнолыжный туризм. Из прекрасной канатной дороги
появляются вот хорошие отели с хорошим сервисом, уровня 5 звезд, со спа, банями там и так далее. Да, здесь не хватает немножко такого, знаете, апрески, я это называю, чтобы сейчас подъехать, если поставить борт, музыка, танцы, выпить глинтвейн или вина или чачи, ну ничего. Я уверен, что как только дорога асфальтированно полностью построится, тут появится и сервис, и чача, и музыка, и диджеи, много красивых девчонок. А главное, здесь будет все будет занято. Поэтому, друзья, приезжайте в Гадельцы, приезжайте в Грузию. В конце каждого ролика я говорю всем, и сейчас не могу это не сказать. До встречи в Грузии.